что позволит ей исполнить любое желание. После того, как ее отец погиб во время одной из предыдущих войн, Рин живет одна в своем особняке, пытаясь стать сильнее, чтобы призвать могущественного слугу и выиграть предстоящую войну Святого Грааля. Когда она становится достаточно сильной для ритуала, она призывает слугу, но ничего не происходит. Внезапно она слышит громкий шум и идет на него, чтобы найти высокого беловолосого мужчину, известного как Арчер, который сидит в полностью разрушенной комнате. Рин сообщает Арчеру, что она призвала его и заключает с ним магический контракт. На следующий день она идет в школу вместе с Арчером и сразу же чувствует что-то неладное. После уроков она решает проверить и обнаруживает магические печати вокруг школы. Арчер говорит ей, что если эти печати активировать, все в школе погибнут, поэтому они начинают их отключать. Внезапно на сцене появляется парень в обтягивающем костюме. Рин сразу же впечатлена размером его копья, но понимает, что выносливость важнее. Парень направляет копье на нее, и она понимает, насколько он силен, и убегает, но он догоняет ее и начинает атаковать. Ей удается уклоняться от его ударов и с помощью заклинания магически спрыгнуть со здания, а Арчер ловит ее, прежде чем она упадет на землю, и они убегают на невероятной скорости. Парень быстро догоняет их и пытается напасть на нее, но лучник встает между ними и блокирует удар. Она говорит лучнику, чтобы он надрал этому парню задницу своим мечом среднего размера, и он тут же превращается в супергероя и бросается в атаку. Они вступают в ожесточенный бой, их оружие сталкивается, и искры летят во все стороны. Они продолжают сражаться, лучник отпрыгивает в сторону, но копейщик быстро догоняет его и яростно атакует, не давая передышки. Лучник подпрыгивает в воздух и отбрасывает копейщика назад, хотя его атака была заблокирована. Копейщик улыбается и атакует лучника на сверхзвуковой скорости, ломая его меч среднего размера, доказывая, что размер имеет значение. Прежде чем он успевает прикончить лучника, тот призывает еще два меча и отталкивает его. Бой продолжается, и копейщик продолжает ломать мечи, но лучник призывает все новые и новые из своей огромной задницы. Копейщик готовится нанести лучнику смертельный удар, но вдруг они видят странную фигуру, бегущую по коридору. Он бросается за ней, чтобы устранить свидетелей. Рин следует за ним. Фигура оказывается Широ, другим студентом, который потрясен, увидев эту битву, и убегает от копейщика. Но спрятавшись в коридоре, он получает удар от копейщика, который говорит ему, что нельзя оставлять свидетелей, и уходит, а Широ истекает кровью и умирает. Она приходит в коридор и с ужасом видит на полу труп студента. Она тут же достает свой кулон и с помощью очень сильной магии спасает почти умирающего Широ и оживляет его, прежде чем вернуться домой. Рин ложится на диван, но Арчер говорит ей, что жизнь Широ все еще в опасности, потому что Лансер знает, что он жив, и попытается убить его снова. Это пугает Рин, и она просит Арчера отвезти ее к Широ, чтобы они могли его спасти. Широ лежит в своей темной комнате, не понимая, что произошло, когда вдруг чувствует присутствие врага и уклоняется от атаки Лансера как раз вовремя. Широ решает дать отпор, хватает свою бумагу для рисования и с помощью магии делает ее твердой. Лансер говорит, что он сильнее, и атакует Широ, попадая ему в руку, прежде чем выбить его из комнаты. Широ пытается убежать, но Лансер сбивает его с ног и вышвыривает во двор. Палочка Широ становится мягкой, и Лансер наносит последний удар, сбивая его с ног на землю. Лансер говорит ему высказать свои последние пожелания и готовится убить его, но вдруг все вокруг становится волшебным, и появляется девушка, которая отталкивает Лансера. Она представляется как Сейбер, которая теперь служит Широ, и называет его господином. Широ удивленно смотрит на нее, прежде чем Сейбер выходит, чтобы вступить в бой с Лансером. Кажется, что она одерживает верх, потому что безжалостными атаками оттесняет Лансера назад и говорит ему, что видела и более крупные твердые копья. Это злит Лансера, и он снова собирается кончить, но промахивается и швыряет ее на землю. Сабля еще жива, но Лансер приходит в себя после оргазма и решает вернуться домой. Сабля говорит Широ, чтобы он остался здесь, потому что она чувствует присутствие другого слуги поблизости и убегает в ночь. Тем временем лучник несет Рин к Лансеру, но вместо этого на них нападает Сабля. Лучник блокирует атаку, но прежде чем они успевают вступить в бой, появляется Широ и приказывает Сабле остановиться. Сабля называет его идиотом и говорит, чтобы он ее отпустил, но Рин приказывает им прекратить. Внезапно Рин появляется перед ними и приветствует Широ, говоря, что она не причинит им вреда. Широ приводит ее к себе домой, надеясь затащить в постель, но Рин отшивает его, называя крестьянином за то, что он разбил окно. Он объясняет, что это Лансер напал на него и разбил окно, и он не знает, как его починить. Рин демонстрирует свои потрясающие магические способности, починив окно с помощью непонятной тарабарщины. Наконец они заходят внутрь, и Рин понимает, что Широ ничего не знает. Она рассказывает ему о войне Святого Грааля и говорит, что всего 7 мастеров сражаются друг с другом, чтобы получить Святой Грааль, исполняющий любое желание. Рин решает посреди ночи отвести Широ в церковь, чтобы он подумал, что они собираются согрешить. Но она ведет его к священнику в Карии,
который спрашивает, не кастрировали ли его, прежде чем выгнать из церкви. По дороге домой Брин говорит Широ, что технически они враги в этой войне Святого Грааля, но Широ напуган и не хочет сражаться. Внезапно появляется беловолосая девушка, а за ней король печеньки. Девушка представляется как Илья, а ее огромный слуга Берсеркер. Рен сразу узнает это имя и говорит, что слуги класса Берсеркер по силе способны в одиночку победить всех остальных слуг. Рен говорит Широ бежать, но мама не воспитывала слабака, и Широ решает сразиться с ней. Девушка приказывает королю Конгу атаковать, и этот урод прыгает в воздух, чтобы раздавить их, но его сбивают стрелы, а затем атакует лучник. Но даже после этого Берсеркер не сдается и прыгает на Широ, чтобы застать его врасплох, но его останавливает сабля Джилла. Она атакует его мечом, отбрасывая назад, а затем прыгает, чтобы нанести удар, но на этот раз Берсеркер одерживает верх и отталкивает ее. Она злится и показывает, какая она крутая, сражаясь на мечах 1 на 1, а затем прыгает на его меч, пытаясь убить его. Берсеркер оказывается быстрее, чем ожидалось, и использует свою ярость, чтобы нанести удар, от которого сабля отлетает в сторону. Сабля и лучник впечатлены его ловкостью, и Рен приказывает лучнику застрелить этого великана. Лучник наносит мощный удар, но это никак не влияет на Сосквача, который просто стоит на месте. Он переключает внимание на аппетитное тело Сейбер и со всей силы швыряет ее на землю. Сейбер каким-то образом удается блокировать его удар, но Сосквоч кричит на Человека-гориллу, чтобы тот исчез. Рин понимает, что Широ жалкий неудачник, поэтому бежит к месту битвы и бросает на Берсерка несколько магических кристаллов, которые останавливают его. И лучник использует эту возможность, чтобы выстрелить в него. Происходит мощный взрыв, но даже после этого этот огромный человек продолжает стоять, излучая ауру Юдзира Хамы. Он снова нападает на Сейбер, и они начинают сражаться на улицах, пока Широ беспомощно стоит в стороне. Рин называет его трусом и говорит, чтобы он возвращался к своей мамочке, а сама бежит за ними. Широ вдохновляется Эндрю Тейтом и пытается стать лучшим, наблюдая за боем, в котором Сейбер едва справляется с безумной силой этого монстра. Сейбер подпрыгивает в воздух и наносит мощный удар, который Берсерк блокирует, отталкивая ее, и они заходят на кладбище, готовые к новой схватке. Тем временем Рен нападает на Сосквача сзади, как настоящая стерва. Сосквоч легко блокирует ее атаки и посылает за ней своих птиц. Рин боится птиц, поэтому она начинает убегать, пытаясь отстреливаться, и в итоге падает в яму. Она поднимается и сражается с низшим, пока не использует еще один драгоценный камень, чтобы создать перед собой зеленый щит, и продолжает убивать, пока ее барьер не разбивает брошенный в нее низшим меч. Она создает еще один меч из воздуха и решает поджарить Рин, но тут лучник просыпается и сбивает меч, спасая Рин. Она прячется в лесу, думая о том, какая же она плохая хозяйка, раз ее слуга просто прячется где-то далеко от битвы, и тут замечает Широ, бегущего к ней. Он говорит ей, что наблюдает за каждым мужчиной, и теперь он настоящий профи, но она прижимает его к стене и говорит, что он все еще маленький засранец. С другой стороны, Сейбер все еще сражается с Берсеркером, но теперь она может наносить ему удары, прячась за надгробиями. Она одерживает верх и начинает колотить здоровенную задницу Берсеркера, а потом наносит последний удар, чтобы покончить с ним. Они оба атакуют, но Сейбер превращается в ракету и почти пронзает сердце Берсеркера, но этот ублюдок с яйцами блокирует удар рукой. Он пытается прикончить ее, но Сейбер делает свой меч очень прочным и пронзает Берсеркера, который лежит бездыханный. Внезапно она замечает, что его пальцы начинают шевелиться, а лучник говорит Рин, чтобы она убиралась оттуда, пока он не создал гигантское копье и не метнул его в толстяка. Вся территория взрывается, но это огромное чудовище все еще живо. Рин решает, что с нее хватит на сегодня, и отправляется спать вместе со своей любимой гориллой. Сабер берет Широ за руку и спрашивает, все ли с ним в порядке, а тот, оскорбленный тем, что его никогда раньше не трогала женщина, начинает блевать кровью и теряет сознание. На следующее утро Широ просыпается и видит Рин в своей комнате и сразу же приходит в возбуждение, думая, что наконец-то. Но Рин уходит, прежде чем сказать ему, что он умрет девственником. Он едет в дадзё, где находит Сабер, сидящую на полу. Она говорит ему, что обладает особым навыком самоисцеления, который они видели вчера вечером. Она говорит, что им нужно убить остальных 7 мастеров, чтобы получить Святой Грааль,
потому что у нее есть желание, которое она хочет исполнить. Они идут в дом, чтобы выпить чаю, и Сабер объясняет, что 7 классов – это мечники, копейщики, лучники, всадники, маги, убийцы и берсерки. Позже в тот же день они идут в школу, где Широ проводит для нее экскурсию по территории, прежде чем они решают вернуться домой вечером. Когда он доставал свои ботинки из шкафчика, к нему подошла Мицу, его старая подруга, и спросила, не хочет ли он снова вступить в клуб стрельбы из лука. Но у него остались не очень хорошие воспоминания об этом, поэтому он вежливо отказался. Он возвращается домой вместе со своей младшей сестрой Сакурой и дочерью хозяина Фудзи, которая иногда живет с ними. Саблезубова раздражает, что она ходит за ним по пятам, поэтому он спрашивает, кто она такая, и Широ врет, что она знакомая его отца и что она поживет у него какое-то время. Девушки тут же начинают приставать к нему с расспросами, не трахается ли он с ней, но он отказывается. Они возвращаются домой, где Сакура идет на кухню, где ей самое место, и готовит ужин. Широ развлекается с 3 красивыми девушками, а Рен почему-то грустит и убивает демонов в заброшенном здании. В конце концов, на нее нападает странный демон, но наша девочка одним ударом превращает его в пыль и вдыхает ее, прежде чем уйти. Арчер и Рин заходят в комнату, где находят кучу офисных работников, которые лежат без сознания на своих столах. И, вызвав скорую, поднимаются на крышу, где Арчер сообщает ей, что чувствует, что это дело рук заклинателя. Он спрашивает, почему она не убила Широ, ведь он мастер, но она говорит, что разберется с ним позже, потому что он не представляет угрозы. На следующий день Широ просыпается и собирается в школу, но Саблезубый снова начинает преследовать его, но он говорит ей оставаться на месте, потому что он уверен, что в школе будет в безопасности. Саблезубый пытается возразить, но в итоге отступает и соглашается с желанием своего хозяина. Он идет в школу и в коридоре встречает Рин, у которой, похоже, месячные, потому что она без причины бросает на него сердитый взгляд и уходит. Во время обеденного перерыва он тащит свою задницу в учительскую, где еще один ботаник-девственник жалуется, что не выспался. Вдруг в комнату заходит учитель, зовет ботаника и дает ему какое-то поручение. Ботаник рассказывает Широ, что Мицу, его подруга из клуба стрельбы из лука, пропала со вчерашнего дня, и последний раз ее видели разговаривающей с братом Сакуры Синдзи. Широ возвращается в класс, но узнает, что Синдзи сегодня не пришел. После уроков он идет к Сакуре и спрашивает, знает ли она что-нибудь о Синдзи или Мицу. Она ничего не знает. Объявляется, что ученики могут идти домой, как только закончатся занятия, но Широ нарушает все правила и бродит по школе. Проходя по коридорам, он сталкивается с Рин, которая, кажется, постоянно злится без причины. Она называет его идиотом и спрашивает, что он делает в школе без сабли. Он просит ее рассказать о своих ловушках, потому что мастера не сражаются, когда рядом другие люди, но она просто говорит ему, что сейчас здесь никого нет. Широ не понимает, что происходит, и думает, что она наконец-то станет мужчиной, но Рин просто закатывает рукава, показывая штрих-код на руке, как у Терминатора. Она говорит ему, что он совершил огромную ошибку, придя сюда один, потому что его слабый удар не защитит его даже от комара, не говоря уже о девушке-боссе. Она готовится к атаке и стреляет в него, но каким-то образом уворачивается, прежде чем убежать, а Рин пытается прицелиться, но попадает ему в руку. Она снова стреляет, но промахивается, а он спрыгивает вниз по лестнице, смеясь над ее меткостью. Рин спрыгивает с перил и снова стреляет в него, но он уже упал на землю и забежал в класс, закрывшись там. Рин включает свои хакерские навыки и начинает обстреливать бедного парня, а он использует стол усиленной магии, чтобы защититься. Стрельба прекращается, и у него начинается посттравматический синдром от учебы в американской школе. Он хватает палку и пытается защититься, но Рин бросает кристалл, и ему приходится выйти наружу 1 на 1 с ней. Рин говорит ему, что его палка слишком мягкая и маленькая для нее, и просит его опустить оружие, прежде чем она его прикончит, но Широ гордится своей палкой и стоит на своем. Вдруг они слышат громкий крик, и оба бегут вниз по лестнице. Выбежав из здания, они видят лежащую на земле девушку без сознания и едва дышащую. Рин сразу понимает, что слуга выпил ее ману, и теперь у нее нет сил. Она достает кристалл, чтобы спасти ее, но Широ чувствует что-то и отталкивает Рин в сторону, получив пулю в руку. Он стоит, истекая кровью, и говорит ей спасти девушку, а сам уходит в лес со своей верной палкой. Войдя в лес, он сталкивается со слугой, который прыгает на него и снова нападает, но Широ уворачивается. Слуга достает нож и нападает на него, но Широ блокирует ее атаку и пинок, а затем отталкивает ее. Слуга подвешивает его на дереве и сердито идет к нему. Он пытается ударить ее своим жезлом, но она выкручивает ему руку и выбивает жезл. Прежде чем она успевает его убить, появляется Рин и снова начинает стрелять, отгоняя ее и освобождая Широ, который падает на землю. Слуга исчезает, а Рин подбегает к Широ и достает платок, чтобы перевязать ему руку, говоря, что девушка в безопасности. Когда он был перевязан, Широ встает и снова направляет свой жезл на Рин, готовый продолжить бой.
но настроение Рин сегодня сумасшедшее, и она говорит, что больше не хочет драться. И предлагает ему пойти к ней домой. Он наконец-то думает, что сейчас переспит с ней, но Рин просто перевязывает ему руку и говорит, что готова к перемирию. Широ все еще злится из-за ее слов, поэтому она извиняется за то, что назвала его жезл маленьким, и соглашается, что он средний, и Широ радуется, и они пожимают друг другу руки. Она говорит, что им нужно работать вместе и избавиться от других игроков, прежде чем они начнут драться между собой, но Широ говорит, что знает только укрепляющую магию, потому что его отец ушел за молоком и больше ничему его не научил. Рин все равно решает работать с ним, чтобы выиграть Святой Грааль. Позже той же ночью он возвращается и понимает, что за ним следит лучник, который выходит из тени и говорит, что Рин послала его присмотреть за ним. Широ злится и вызывает его на дуэль, но лучнику не нравится издеваться над жалкими неудачниками, и он отказывается драться. Широ спрашивает, что ему нужно от Святого Грааля, но лучник отвечает, что ему это не интересно. Как и другим слугам, кроме Сейбер, которые, вероятно, нужны какие-нибудь красивые серьги. Он объясняет, что у слуг нет выбора, и они вынуждены сражаться на стороне своего господина, а когда война заканчивается, они исчезают. Широ говорит, что ему не нравится его эмо-задница, и лучник исчезает, оставляя его одного. Широ возвращается домой, где его ждет гарем. Фудзи сообщает, что Мицу недавно нашли, и она вернулась домой, потому что потеряла память. Это заставляет Широ вспомнить слугу, с которым он сражался, но он отмахивается от воспоминаний и идет к Сейбер. Он рассказывает ей о своем дне и говорит, что в школе есть еще один мастер, кроме него и Рин, и они решили объединиться, чтобы победить этого неизвестного мастера. Сейбер не возражает и встает с деревянным мечом, чтобы научить его боевым приемам, и он соглашается. На следующий день он идет в школу и видит, как Синдзи насмехается над Мицу и называет ее дурой, что злит Широ, и он говорит ему заткнуться, пока он не засунул что-нибудь ему в рот. Синдзи продолжает нести чушь, и Широ хватает его за плечи, но звенит звонок, и они возвращаются на свои места. Позже в тот же день он встречается с Рин, и они идут в библиотеку, чтобы найти источники магического поля вокруг школы. Широ демонстрирует свою способность находить спрятанные вещи, что впечатляет Рин, и они по очереди отключают все магические круги, которые могли навредить ученикам. После этого Рин решает вернуться домой, а Широ бродит по школе, потому что у него нет друзей. Но в итоге натыкается на Шинджи, который оказывается мастером и управляет всеми этими магическими полями. Широ обвиняет его в нападении на девушку вчера, но тот отвечает, что это сделала его служанка, а он тут ни при чем. Он смотрит на Широ и предлагает ему заключить союз, чтобы вместе победить всех остальных, но Широ отказывается и уходит. Дома во время тренировки его избивает Сабер, а ночью он сидит в сарае и пытается практиковаться в магии. Концентрация нарушена и дерево разрушается. Сабер слышит это и заходит в сарай, чтобы посмотреть, как он тренируется. Затем он пытается поиграть с камнями, случайно разбивая их, и Сабер решает оставить этого неудачника в покое. Широ засыпает в сарае, а в это время по ночному небу пролетают какие-то тонкие нити и обвиваются вокруг него. Ему снятся странные видения, и проснувшись, он оказывается в заброшенном храме, а перед ним появляется слуга. Дома Сабер чувствует что-то неладное и понимает, что Широ пропал, и его похитили возле храма. Оказывается, слуга заклинательница, и она говорит ему, что он самый слабый и жалкий из всех мастеров, и что она заберет всю его ману. В это время Сейбер выслеживает его и находит силовое поле вокруг храма, а затем бежит вверх по лестнице, чтобы спасти своего парня. Но замечает другого слугу, который оказывается убийцей. Она говорит ему отойти в сторону, но убийца, конечно же, отказывается и достает на удивление длинный клинок, готовый к бою. В это время в храме заклинательница начинает вытягивать из него ману, но внезапно на нее падает град стрел, от которых она уворачивается, отступая назад. Лучница встает перед ним и говорит, чтобы он не двигался, потому что сейчас она разозлится. Заклинательница кажется удивлена, увидев лучницу, и злится на нее за вмешательство, но лучница остается спокойной, потому что она уже сражается с мастером, который никто иная, как ведьма. Кажется, она злится на убийцу за то, что он не остановил лучницу, но он говорит, что убийца должно быть очень силен, раз сражается с Сейбер. На лестнице Сейбер нападает на убийцу, но тот блокирует удар и отталкивает Сейбер назад. Она снова атакует, и происходит ожесточенная схватка, но ее снова отталкивают. Убийца хвалит ее навыки и говорит, что она была бы уже мертва, если бы не была такой сильной. А Сейбер не может поверить, что этот слуга может сравниться с ней в мастерстве владения мечом. В самом начале лучник спрашивает заклинательницу, работают ли ее хозяин и хозяин убийцы вместе, но она смеется и говорит, что у нее нет хозяина, а убийца ее слуга. Это шокирует лучника, и он злится на нее за нарушение правил, но она отвечает, что правила созданы для слабаков, а она достаточно сильна, чтобы делать все, что захочет. Лучник понимает, что ее должно быть призвал какой-то хозяин, но он, видимо, был слаб, и она смогла
его контролировать, а потом призвала своего слугу. Заклинательница отвечает, что в любви и на войне все честно, но лучник говорит, что даже родители ее не любят, и это ее по-настоящему злит. Лучник бросается в атаку, и прежде чем заклинательница успевает что-то сделать, он разрезает ее на куски, и она падает и исчезает. Оказывается, она уже была в воздухе и использовала несколько магических кругов, чтобы выстрелить в него, но лучник блокирует ее атаку, а Широ уже лежит на полу. Лучник просит ее сделать ему сэндвич, и это злит ее. Она снова стреляет в него магией, но он уклоняется и прыгает в воздух, чтобы прикончить ее. Она снова стреляет в него магией, но он уклоняется от всех ее атак. Заклинательница решает использовать хитрую тактику и нападает на Широ, но лучник спасает его, пока тот висит на крыше. Заклинательница снова атакует их, но лучник уворачивается от всех ее атак и убегает, а потом пинком отправляет Широ в магическую ловушку, которую устроила заклинательница. В итоге он оказывается в ловушке и не может двигаться, пока заклинательница готовится его прикончить. Но каким-то образом ему удается метнуть в нее два ножа, которые она вынуждена блокировать, и лучник освобождается от барьера. Она снова атакует лучника, но он уклоняется от ее атак, достает из задницы огромную стрелу и со всей силы стреляет в заклинательницу. Она пытается блокировать стрелу своей магией, но терпит неудачу и получает сокрушительный удар. Тем временем убийца понимает, что его хозяйка в беде, и говорит Сабре, чтобы она поскорее закончила этот бой, и достает свой меч. Сабра сразу понимает, что если не использует всю свою силу, то погибнет, и достает свой меч. Но убийца успевает нанести удар, прежде чем она успевает среагировать. И она падает с лестницы на землю. Заклинательница едва жива и спрашивает лучника, почему он ее не убил, но он отвечает, что его целью было спасти этого идиота, а не убивать кого-то. Она исцеляет себя и называет их обоих идиотами и предлагает им присоединиться к ее команде, но они отказываются. И лучник говорит ей, что если она когда-нибудь встретит берсерка, то получит по заслугам. Заклинательница посылает их куда подальше и улетает, а Широ спрашивает лучника, почему он ее отпустил. Лучник отвечает, что хочет, чтобы она продолжала в том же духе, чтобы стала достаточно сильной и победила берсерка, а когда она это сделает, они смогут ее прикончить. Тем временем Сабра снова встает, впечатлив убийцу, который говорит, что сам освоил эту технику и без причины убивает Листика. С другой стороны, лучник говорит, что ему все равно, сколько людей убьет заклинатель, и это злит Широ, который пытается ударить его, но, конечно, не может. Широ плачет, как ребенок, и уходит, но лучник достает кинжал и наносит удар ему в спину. Широ падает на землю, истекая кровью, и пытается уйти, но лучник догоняет его и снова наносит удар, когда тот падает с лестницы. Сабре подбегает к нему и сразу же бросается к нему, а убийца убирает меч в ножны и говорит, что они еще поборются. Сабре поворачивается к убийце и благодарит его за то, что он не напал на нее, и говорит, что он очень сильный и достойный противник. Убийца чувствует то же самое. Лучнику, однако, это надоедает, и он без предупреждения нападает на Сабре, но убийца сразу же блокирует удар и спасает ее. Они немного припираются, но лучник не выдерживает и нападает на убийцу, и они вступают в невероятно быстрый бой, нанося друг другу множество ударов, а Сабре решает пока отступить. Она отводит его в сторону и обрабатывает раны, а он рассказывает, что случилось с заклинателем и как лучник отпустил его. Сабре говорит ему, что если он будет усердно тренироваться, то сможет владеть мечом не хуже лучника, и он сразу же соглашается и просит безжалостно обучать его искусству владения мечом. На следующее утро он просыпается после того, как ему приснился сон о получении особых способностей, и идет в дадзё, чтобы потренироваться с Сабре, которая избивает его до полусмерти, но все равно говорит, что он молодец. Оказывается, он использовал приемы фехтования на мечах, что разозлило Саблю, и даже после того, как он сказал ей, что не обманывал, она выбежала из комнаты. Аги снова встает с двумя мечами в руках и начинает тренироваться. Позже в тот же день он возвращается в школу, где Шинджи, кажется, странно на него смотрит. Во время обеденного перерыва Рин зовет его на крышу, где они садятся и разговаривают о том, что произошло вчера. Рин извиняется за то, что Арчер сделал с ним, и обещает, что больше такого не повторится. Широ говорит ей, что он не сердится. Позже Рин снова показывает ему свой штрих-код, и Широ хочет арендовать ее на час, но она говорит, что может использовать кристаллы для хранения мощной магии. Поэтому она может использовать так много разных заклинаний. Кажется, он впечатлен, когда она рассказывает ему о своих подозрениях, что в школе есть еще один мастер помимо них Шинджи. Прежде чем они успевают продолжить разговор, внезапная вспышка сотрясает всю школу, и Шинджи создает силовое поле, которое накрывает всю территорию. А в небе появляется гигантский глаз. Рин и Широ спускаются вниз, где Широ уже чувствует слабость, но все равно идет и открывает дверь в класс, где все ученики лежат без сознания на полу. Рин кажется в шоке, а Широ заходит внутрь и видит, что ученики все еще дышат. Внезапно Рин кричит на Широ, когда из-под земли появляется скелет с мечом в руке,
но Широ тут же бросается на него с дубинкой и отбрасывает в сторону, а Рин атакует магией. Из-под земли начинают вылезать скелеты, и Широ понимает, что не сможет с ними справиться, поэтому заставляет Сейбера телепортироваться в школу. Сейбер появляется очень эффектно и в мгновение ока уничтожает всех врагов перед собой. Она оглядывается и говорит, что чувствует присутствие слуги на их этаже, и Рин тут же пытается связаться с лучницей. Она понимает, что связь прервана из-за щита, поэтому Широ говорит Сейберу разобраться со слугой и монстрами, а они с Рин попытаются уничтожить щит. Сейбер, кажется, не хочет этого, но доверяет ему и соглашается. Они убегают, и Широ прыгает вниз по лестнице, убивая двух монстров, прежде чем двинуться дальше. Шинджи, кажется, наслаждается моментом вместе со своим слугой-наездником, когда внезапно дверь открывается и в комнату входит заклинатель, который нападает на наездника. Пока это происходило, Сейбер сражалась с монстрами в коридоре, но вдруг они все исчезли, и за ее спиной появился всадник, чтобы атаковать. Сейбер вступает в бой, но к ее ужасу всадник превращается в Сейбера Хаттона и полностью исчезает. Тем временем Широ и Рин сражаются, спускаясь по лестнице, но сколько бы он ни убивал монстров, их всегда становится больше. Рин говорит ему отступить и бросает гранату в монстров, уничтожая их всех сразу. Они проходят по коридору, где видят Синдзи, который забился в угол, и пытаются его схватить, но Рин пинает его под зад и приказывает опустить щит. Синдзи, похоже, слишком напуган и что-то бормочет. Широ проверяет руну и видит, что его слуга, всадник, мертв, и его вызывает Танос. Силовое поле исчезает, Рин допрашивает Синдзи как настоящая девушка-босс и спрашивает, кто убил его слугу. Синдзи не отвечает, он слишком напуган и убегает, как трусливый мальчишка. Тем временем Широ убирает тела студентов, что впечатляет Рин, но он просто отвечает, что на его счету уже много трупов и ему все равно. Прибывают медики и начинают осматривать тела, а наши герои решают уйти через черный ход, но Сейбер останавливает их и встает перед Широ, а Арчер появляется перед ними. Рин подходит к нему и называет его тупым идиотом с волосами, как у кактуса, который не может прийти вовремя, чтобы спасти ее. Арчер отвечает, что он просто почувствовал неладное и сразу пришел, но Рин говорит им всем выйти и поговорить. Они идут в лес, где Рин рассказывает, что произошло, и говорит, что Кастер убил Райдера. Арчер начинает смеяться над Райдером, который умер как настоящая сука, но Сейбер злится на него и говорит заткнуться, пока она не засунула свой меч ему в задницу. Он отвечает, что ему это не нравится, но Рин вмешивается и говорит им обоим заткнуться. Она придумывает план, как выяснить, кто из учеников является хозяином Кастора, не напугав их, но при этом говорит Широ, чтобы он пока шел домой. Он говорит, что у них еще есть время на расследование, но она шепчет, что Арчер ведет себя странно и уходит вместе с ним. Той ночью Сейбер ясно дает понять, что не верит, что Широ сможет защитить себя, и говорит, что будет спать с ним в одной комнате. Отчего Широ радуется, что будет рядом с этой девушкой, но Сейбер знает, что он просто издевается и во время сна создает между ними стену. В ту ночь неудачник Шинджу отправляется в церковь, чтобы снять свое имя с турнира Святого Грааля, потому что теперь, когда его слуга мертв, его некому защитить. Крёй называет его слабаком, но он оправдывается, говоря, что Райдер был очень слаб и что это была нечестная битва. Крёю надоедает этот ребенок, и он говорит, что есть еще один слуга, которого он может взять, если хочет, давая ему надежду. На следующий день Широ возвращается в школу, но не успевает зайти в класс, как Рин хватает его за руку и тащит в темный переулок, где он надеется. Но Рин снова разочаровывает его и говорит, что подозревает Исея, ботаника, с которым он обедает, в том, что он хозяин Кастора. Он говорит ей, что это невозможно, но она отвечает, что он живет рядом с храмом, где Кастор устроил свою базу, и приказывает провести расследование, и он соглашается это сделать. Во время обеда Широ заходит в комнату отдыха и закрывает дверь, за которой сидит Иси. Он подходит к Иси и говорит, чтобы тот немедленно разделся. Иси пугается и просит его уйти, говоря, что он не давал согласия, но Широ отвечает, что согласие – это всего лишь миф, и снимает с него одежду. Широ выглядит довольным и расслабленным, пока рассматривает тело Иси, на котором нет татуировок, указывающих на то, что он мастер. Исио одевается, а Широ спрашивает его, не видел ли он чего-нибудь странного в храме, но он отказывается и уходит. После уроков Широ пытается найти Рин, чтобы рассказать ей новости, но люди говорят, что она уже ушла. Он выходит на улицу и видит ее возле электрического столба, похожего на тот, на котором она танцевала. Она снова затаскивает Широ в переулок и прижимает его к стене, а потом говорит, что наблюдает за блондином, который недавно разговаривал с Сакурой. После этого Широ говорит ей, что Исё не мастер, потому что он лично проверил каждую часть его тела, и Рин верит ему. Она говорит, что они должны узнать об этом больше завтра. После этого разговора он возвращается домой, ужинает со всеми и ложится спать.
На следующее утро Рин просыпается от кошмара и пьет чай, а Арчер говорит ей, что им нужно разорвать союз со слабым Широ и стать союзниками с Кастером. Но она отказывается даже слушать об этом и говорит, что никогда не будет на стороне такого монстра, и что она доверяет Широ свою жизнь, потому что знает, что он ее предаст. Арчер, кажется, злится на нее и говорит, чтобы она проваливала, а потом исчезает. Рин тоже идет в школу и видит, как Нёрд разговаривает с учителем по имени Кидзуки и из любопытства спрашивает его об этом. Иси отвечает, что Кидзуки живет с ним в храме уже 3 года, так что они очень близки. Вдруг дверь открывается и в комнату заходит Рин, напугав Асея, у которого до сих пор посттравматический синдром после того, как он в последний раз оказался в ловушке с Широ. Рин спрашивает его о Кидзуки, и он просто отвечает, что не видел ничего необычного и даже рад за Кидзуки, потому что у него появился поклонник, который пока живет с ним. После этого разговора Рин ведет Широ на крышу и утверждает, что Кастеру точно помогает Казуки, но Широ все еще сомневается и говорит, что это может быть неверная информация. Рин предлагает напасть на него сегодня ночью, когда он будет беззащитен. Широ не нравится этот план, но Рин говорит, что они могут просто проверить его, выстрелив в него небольшим магическим зарядом, и если он будет защищаться, то он точно Кастер. Позже вечером Широ возвращается домой и обсуждает это с Сейбер, которая соглашается с планом Рин, и они решают встретиться с ней ночью. Когда наступает ночь, Широ подходит к Сабле и встречает Рин, которая уже их ждет. Рин сообщает, что лучник психует и отказывается идти с ними. Они занимают свои позиции и ждут, когда появится Кидзуки. И вот он появляется на дороге с зонтиком в руках. Они занимают свои позиции, и Рин стреляет в него небольшим магическим зарядом, но, к их удивлению, Кидзуки стоит на месте, не получив ни царапины. Перед ним появляется заклинательница и готовится к битве. Она говорит Рин показаться, потому что они уже знают о них. Рин говорит Широ приготовиться, но он игнорирует план и выходит наружу с посохом. Он игнорирует заклинательницу и прямо спрашивает Кидзуки, не находится ли он под ее контролем. Широ объясняет, что заклинательница высасывает силы из невинных людей и утверждает, что если бы он был тем, кто приказал это сделать, то убил бы ее вместе с заклинательницей. Кидзуки честно отвечает, что не знал об этом, но добавляет, что его устраивает то, что сделала заклинательница, и он не против ее действий. Он говорит заклинательнице делать с этими идиотами все, что она захочет, но прежде чем они успевают пошевелиться, появляется Рин и бросает гранату в заклинательницу, которая блокирует ее, но замечает, что Сабля бежит к Кидзуки и пытается ударить ее, но Рин защищает ее своим щитом и успевает подбежать к Кидзуки, прежде чем нанести удар. К всеобщему удивлению, Кидзуки оказывается крутым парнем и блокирует ее меч, а затем пробегает мимо и дает ей пощечину. Это застает ее врасплох, и Кидзуки продолжает атаковать, еще сильнее прижимая ее к полу, прежде чем ударить кулаком в живот и схватить за горло. Она пытается вырваться, но он уклоняется и бросает ее на пол, а затем отшвыривает в сторону. Это шокирует Широ, который не может поверить, что обычный мастер может так обращаться с Саблезубым. Хастор говорит Кидзуки, что она сама разберется с Саблезубым, и он решает проучить своих учеников. Рин тут же пытается выстрелить в него, но Кидзуки уклоняется и вырубает ее ударом, что злит Широ, и он бросается на Кидзуки. Но тот уклоняется от его атак, а затем наносит серию ударов, отбрасывая Широ назад. Широ каким-то образом остается в сознании и понимает, что если он проиграет, Рин умрет. Поэтому он обращается к своей душе и использует всю свою энергию, чтобы вытащить 2 меча из своей задницы, прежде чем вступить в бой с Кидзуки и отбросить его назад. Это шокирует всех, и Саблезубый получает возможность напасть, но Кидзуки уклоняется, и Кастор улетает вместе с ним. Саблезубый подходит к Широ и спрашивает, все ли с ним в порядке, а Рен спрашивает, как в его заднице поместились 2 меча. Широ отвечает, что понятия не имеет, как он их вытащил, а Рен злится, что Кидзуки удалось сбежать. Пока все это происходит, Шинджи встречает блондинку, которая оказывается его слугой. Она кажется очень загадочной и говорит какие-то жуткие вещи, которых я не понял, прежде чем согласиться отомстить Широ и Рин от лица Шинджи. В ту ночь, когда Широ ложится спать, у него начинает болеть правая рука, и он думает, что это из-за его ночных привычек. На следующее утро он просыпается, пытается посмотреть, как там Сабер, но от слабости падает на пол. Он все равно собирается идти в школу, но ему трудно держать ручку и ластик, и Фуджи объясняет классу, что Кидзуки какое-то время не будет их учить, потому что он заболел. После уроков Широ решает вернуться домой и приготовить что-нибудь вкусненькое для Сабер, но роняет миску из-за онемевшей руки. Вдруг раздается звонок в дверь, он идет открывать и видит Рин. Она заходит и остается на ужин, после которого они обсуждают свои планы по борьбе с заклинателем и Кидзуки. Как они и предполагали, Кидзуки скрывается, и единственный способ заставить его выйти из укрытия – это атаковать в лоб, на что Сабер соглашается. Широ прерывает их и говорит, что заклинатель может самоуничтожиться, если почувствует угрозу, и уходит на кухню готовить ужин. Он смотрит на Рин, ожидая, что она уйдет, ведь уже ночь,
но она бесстыдно заявляет, что останется на ужин. Он идет на кухню и начинает готовить, а Фуджи заходит и начинает его доставать, пока не замечает Рин, сидящую за столом. Она пугается и спрашивает Широ, не спит ли он с ней, но он сразу же отказывается. После ужина он начинает мыть посуду, чем вызывает недовольство Эндрю Тейта, пока девушки сплетничают друг о друге за столом. Он моет посуду, но в итоге разбивает несколько тарелок из-за своей неловкости. Рин спрашивает, все ли с ним в порядке, и советует ему отдохнуть, потому что он выглядит уставшим. Позже вечером он принимает ванную и выходит на улицу, где видит Рин, стоящую в лунном свете, а вокруг нее кружатся снежинки. Они садятся и разговаривают по душам. Рин объясняет, что хотела остаться, потому что почувствовала домашнее тепло этого дома, и оно не было холодным и чужим, как ее собственный дом, где она жила одна всю жизнь. Она говорит, что всегда была талантливой волшебницей и любила тренироваться и совершенствоваться в магии. Стать волшебницей было ее долгом, но еще и тем, что ей очень нравилось, и она утверждает, что занимается только тем, что ей нравится. Широ спрашивает, зачем она пошла в школу, если она такая невероятно талантливая волшебница, но она отвечает, что ей просто нравилось ходить в школу. И она даже заключила союз с Широ, потому что ей нравится его компания. Широ кажется полная противоположность ей, потому что он объясняет, что его приемный отец научил его только одному магическому навыку и велел оттачивать его каждый день. Но это было для него в тягость, и ему никогда не нравилось этим заниматься. Он говорит, что предпочел бы быть обычным учеником. Рин отвечает, что может быть поэтому его отец бросил его. После этого разговора они возвращаются в дом, где Рин переодевается в одежду, которая делает ее похожей на настоящую шлюху. Она снова ложится спать, а Широ идет в сарай заниматься магией. Его прерывает Сабер, который спрашивает, все ли с ним в порядке, и Широ отвечает, что чувствует слабость и онемение, но в остальном с ним все хорошо. Пока они разговаривают, Сабер вдруг настороженно выпрямляется, потому что позади них появляется Арчер. Она говорит ему, чтобы он немедленно убирался, и угрожает, что если он сделает еще шаг, она отрежет ему ноги и засунет их куда-нибудь. Арчер говорит ей успокоиться, потому что он пришел не драться, и Широ соглашается, разрешая Саберу подойти. Арчер объясняет, что Рин рассказала ему, как во время боя Широ вытащил 2 меча из своей задницы, и это его впечатлило. Он говорит, что Широ повезло, что он вообще мог двигаться, потому что создание чего-то из воздуха требует много энергии, если ты никогда этого не делал раньше. И когда Арчер сделал это в первый раз, его левая рука была парализована на очень долгое время. Он говорит, что впечатлен Широ и может ему помочь, после чего кладет руки ему на спину и нажимает на несколько точек, чтобы восстановить поток маны, и тело Широ снова наполняется силой. Арчер говорит, что теперь он будет лучшим магом, чем когда-либо, и исчезает в ночном небе. На следующее утро Широ просыпается и чувствует себя намного сильнее. Он заходит в комнату, чтобы разбудить Рин, которая, кажется, спит как убитая, но все равно говорит ей спускаться на завтрак. За завтраком Рин говорит, что не выспалась из-за какого-то идиота, который всю ночь издавал странные звуки. Широ быстро меняет тему и спрашивает Рин о ее планах на день, и она сразу отвечает, что они идут на свидание. Широ кажется немного удивлен таким прямым предложением, но в итоге соглашается. Они готовятся к свиданию и едут в соседний город, где ходят по разным кафе-магазинам и играют в аркадные игры, прежде чем вернуться домой. Внезапно начинается дождь, и они быстро садятся в подозрительно пустой автобус, который уже тронулся с места. Они обсуждают, как весело провели время, но тут Себер чувствует неладное, и Широ тоже это замечает. Они видят, что в автобусе нет водителя. Автобус Кун чуть не задавил их, но он не такой сильный, как грузовик Кун, и у него ничего не получается. Наши герои выбираются из-под обломков и прижимаются друг к другу, пока Рин пытается связаться с лучницей, но у нее ничего не выходит. Внезапно вода вокруг них превращается в водяных зомби, и один из них хватает Себер за ногу, но она тут же отрубает ее, прежде чем понимает, что они окружены. Рин начинает стрелять в них магией, но понимает, что это бесполезно, потому что они просто восстанавливаются. Себер рубит их, но это не помогает. Рин спрашивает, есть ли у Рин план. Вдруг они слышат чей-то смех, и в небе появляется Бэтмен. Оказывается, это Кастор просто притворяется, но ведет себя как злодей и приказывает им сдаться, потому что у нее бесконечная мана и бесконечное количество солдат. Она говорит, что прямо сейчас высасывает ману из каждого жителя этого города, и у них нет ни единого шанса победить. Они отказываются сдаться, поэтому она внезапно показывает им висящее в воздухе бездыханное тело Фудзи и обвивает его шею своими нитями. Рин спрашивает, чего она хочет, но заклинательница говорит, что ей плевать на Рин, и ей нужен только Широ, потому что она была впечатлена его магическими способностями, когда он создал 2 меча. Она утверждает, что не приемлет насилие и хочет, чтобы они присоединились к ее команде, чтобы они могли разделить Грааль без кровопролития. Сейбер прерывает ее и говорит, что Грааль можно призвать только когда все остальные слуги будут мертвы,
но заклинательница говорит, что нашла способ обойти это. Она утверждает, что если они объединят свои магические способности, то смогут призвать Святой Грааль прямо сейчас. Шира выступает вперед и отвергает ее предложение, говоря, чтобы она искала других простаков, чем приводит ее в ярость. Она тут же создает несколько магических кругов, готовая уничтожить их. Сейбер готовится к бою, но Шира говорит ей отойти, а сам идет вперед, пробираясь сквозь волны зомби водяных, пока заклинательница радостно достает свой кинжал. Она говорит Широ, что отпустит Фудзи только если он отдаст ей свою руку, и он соглашается. Он протягивает ей руку, а остальные кричат, чтобы он остановился. Однако заклинательница оказывается настоящей стервой, нападает на Широ, но Сейбер блокирует ее удар и вступает в бой. Широ испугался за жизнь Фуджи и случайно приказал сабле остановиться, что заставило ее подчиниться. Кастор воспользовался этим и пронзил ее сердце, а затем забрал татуировку Широ, сделав ее хозяйкой сабли. Она отбросила Фуджи в сторону к Широ, который был рад, что она жива. Кастор приказал сабле убить Рин. Сначала сабля отказалась, но потом была вынуждена подчиниться, когда бросилась к Рин с мечом, но в последний момент ударила Широ, который встал между ними. Сабля посмотрела на них и сказала, чтобы они убегали, а затем, собрав последние силы, создала дымовую завесу. Кастор был впечатлен ее стойкостью, но поймал наших героев в ловушку, но внезапно с неба посыпались стрелы и поразили его. Появился настоящий лучник и эффектно уничтожил зомби, а затем разрушил барьер Кастора и велел им бежать. Широ бросил последний взгляд на саблю, прежде чем убежать через дыру, а Кастор забрал саблю и исчез. Рин отвела Широ и Фуджи к себе домой, где поняла, что он сильно истекает кровью, перевязала его и уложила спать. Затем она освежилась и спросила лучника, что они теперь будут делать. Лучник спросил, не закончился ли их союз с Широ, но Рин отказалась, сказав, что они не могут разорвать его, пока Широ сам этого не захочет. Лучник ответил, что у них есть только один выход – любой ценой победить Кастора, и Рин согласилась, прежде чем уйти. Тем временем Широ приходит в себя и, превозмогая боль и страдания, пробирается через комнату и опрокидывает коробку Рин с кристаллами. Находит особый кулон, который внезапно пробуждает его воспоминания. Он понимает, что Рин спасла его той ночью, когда его ранили. В другом конце города Кастор кажется очень довольна своими успехами и приказывает убийце охранять ворота и следить, чтобы никто не приближался к Кидзуки. Она называет его неправильными местоимениями, что выводит ее из себя, и она использует заклинание, чтобы сделать дыру в его груди. Он снова встает и извиняется за свою ошибку, и Кастор говорит ему просто охранять ворота, пока она будет занята. Она заходит в церковь, где священник говорит ей, что слугам нельзя входить в это место, что звучит довольно дискриминационно. Кастор говорит ему, что правила изменились, и показывает ему татуировку мастера, а затем призывает Сейбер. Она говорит, что хочет Грааль прямо сейчас, но священник отвечает, что он появится только тогда, когда останется только один слуга. Она называет это чушью и нападает на него со своими приспешниками, но священник довольно крут и побеждает их, прежде чем выбежать наружу, убивая еще больше. Внезапно он превращается в росомаху, но его окружает слишком много врагов, а Лансер наблюдает за ним с дерева. Широ пробирается через город, постоянно падая от слабости, но замечает Рин на крыше здания. Он поднимается и идет к ней, а потом падает на землю и спрашивает, что они собираются делать. Рин смотрит на него с неприязнью и говорит, что он больше не участвует в ее планах, потому что потерял свой меч, а значит больше не является мастером. Она предлагает ему выйти из войны, пока она спускается с террасы и направляется к святилищу, но лучник ловит ее на полпути. Она оборачивается и говорит, чтобы он не шел за ней. Иначе он умрет от ее рук, пока остальные мастера готовятся к предстоящей битве, которая решит, кто станет победителем в войне Святого Грааля. Кастор возвращается в церковь, где она держит Сейбер в заложниках, привязав ее к алтарю в свадебном платье, чтобы унизить ее. Кадзуки приходит в церковь, что удивляет Кастора, который, кажется, злится на нее за то, что она начала действовать без его ведома. Он спрашивает, получила ли она Грааль, но Кастор отвечает, что она все еще ищет его. На следующее утро Широ снова находит Рей с мечом за спиной и направляется в город, чтобы найти церковь, где они будут сражаться. Тем временем Рен тоже просыпается в лесу, и лучник говорит ей, что им не нужно нападать, если она устала, но она отказывается, и они медленно идут к церкви. К вечеру они добираются до церковного двора и узнают, что священник был убит Кастором из-за Грааля, что немного огорчает Рин. Но она приказывает лучнику позаботиться о Кадзуке, пока она будет сражаться с Кастором 1 на 1. Рин сомневается, ведь Кастор самый сильный маг на свете, но Рин говорит, что ему нужно довериться ей, и он соглашается. Они заходят в церковь и сталкиваются с Кидзуки и Кастором, а Сабер остается снаружи. Рин насмехается над Кастором и говорит, что Кидзуки силен, но он не сравнится с лучником в бою,
а она бросает вызов магу. Кастор смеется ей в лицо и превращается в Бэтмена, а Рин взлетает в воздух и создает магические круги. Рин готовится к бою и бросает в Кастора горсть красных кристаллов, но тот пытается их взорвать, но Рин бросает светошумовую гранату, а затем стреляет в Кастора магическими пулями, пока Кидзуки нападает на него. Внезапно между ними со скоростью света появляется лучник, но к всеобщему удивлению он бьет Ранна по лицу, а когда она пытается выстрелить в Кидзуки, тот просто блокирует атаку мечом. Рин в шоке и остается лежать на земле, а лучник говорит ей, что ее план победить Кастора был слишком глупым, и они никогда бы не смогли убить такого сильного мага, как Кастор. Он замечает Широ, но игнорирует его и подходит к Кастору, предлагая ему заключить с ним договор и стать его хозяином. Это немного сбивает Кастора с толку, и он достает свой кинжал, но лучник уверяет его, что не собирается предавать его и присоединяется к ним только потому, что они сильнее. Кастор верит ему и бьет его в грудь, что также лишает Рин статуса мастера. После этого Кидзуки бросается вперед, чтобы прикончить Рин, но Широ спрыгивает с балкона и, увернувшись от удара Кидзуки, ранит его мечом. Но Кидзуки просто хватает меч и ломает его, а затем отталкивает Ширу. Кидзуки готовится нанести последний удар, но Широ мгновенно призывает два меча из своей задницы, и Кидзуки отступает. Сразу после этого Широ падает на землю от усталости, а заклинательница призывает еще больше зомби. Она приказывает им убить их, но лучник останавливает ее и говорит, что у него есть условия для объединения сил. Они должны сегодня же отпустить этих двоих. Заклинательница смотрит на него, но в итоге соглашается, что не боится двух обычных магов без слуг. Услышав это, Рин расстраивается, но решает забрать Ширу и уходит из церкви. Выйдя из церкви, они бесцельно бредут по дороге, и Шира говорит ей, что они вернут и лучника, и мечницу, и Рин плачет. Потом они поднимаются на холм, и, глядя на звездное небо, он уверяет Рин, что она ни в чем не виновата. Через некоторое время он признается ей в своих чувствах, чего никогда нельзя делать с девушкой, которая тебе нравится. Он признается ей в любви и говорит, что всегда любил ее, и, услышав это, Рин просто отталкивает его, но в итоге тоже влюбляется в него. Вскоре они возвращаются домой и ужинают, а потом Рин снова начинает планировать и достает карту, говоря Шире, что хочет объединиться с другим мастером. О Лансере не может быть и речи, потому что они не двигаются, а только наблюдают, поэтому они надеются присоединиться к команде Илии с ее огромным берсерком. В воспоминаниях Кастора из церкви она была призвана каким-то невыносимо высокомерным парнем, который жил в огромном доме с кучей девушек. Как только она была призвана, он начал вести себя как типичный богатый ребенок и оскорбил Кастора, когда она сказала, что не может призвать для него дракона. На следующий день он позвал ее в свою комнату, где показал ей красивых девушек и сказал, что хочет выиграть войну любой ценой. После этого он отвел ее в лабораторию, где в стеклянных трубках были заперты люди, которых он убивал, и превращал их энергию в кристаллы маны. Кастор посмеялась над ним за то, что он гордится этим, и создала кристалл гораздо большего размера, сказав, что он намного слабее ее магии. Как настоящий альфа-самец, он не мог позволить девушке быть лучше него, поэтому ударил ее кулаком. После этого он пошел в церковь и сказал священнику, что Кастор – бесполезная девушка, которая даже не может приготовить сэндвич, и подарил ему подписку на Netflix, чтобы сменить слугу на Лансера. Священник согласился, и этот самовлюбленный тип радостно вернулся домой, но был шокирован, увидев, что вся его лаборатория сгорела вместе с учеными. Он спросил, почему она вела себя как токсичная девушка, но она ответила, что просто сильнее его и не нуждается в нем, чтобы выиграть войну. Это снова задело его хрупкое эго, и он приказал ей покончить с собой. Ничего не произошло, поэтому он снова использовал команду. Макастер признается, что уже нарушила договор между ними, и тут же отправляет его в темницу, где он мечется в страхе, а потом смотрит на свои руки и видит, что они горят. После этого он возвращается в лабораторию, где его поджаривают до смерти, а Кастор падает на пол от усталости. Внезапно дверь открывается, и в комнату входит Лансер, напугав ее до смерти. Она бредет под дождем, пока не падает без сил, готовая умереть, но Кизуки находит ее и приводит к себе домой. Он дает ей чаю и внимательно слушает, а потом заключает с ней договор, чтобы спасти ее. Внезапно Арчер говорит, что ему скучно, и это возвращает ее к реальности. Она просит его уйти. Он отвечает, что кроме Берсеркера, который очень далеко, врагов больше нет, но Кастор говорит, что у нее есть план, как с ним справиться. На следующее утро Рин и Широ садятся в такси и едут в лес, где начинают пробираться по грязи. Рин говорит, что Берсеркер и Кастор заклятые враги, так что им лучше сотрудничать. Широ идет вперед, но отскакивает от удара. Рин зовет его, но ее тоже сбивает с ног ловушку, установленная Ильей, и она наблюдает за ними через хрустальную стену. Она приказывает своим слугам обезвредить ловушки, но они советуют ей этого не делать и отправить этих двоих домой, но Илья велит им заткнуться и привести их в замок.
Обе служанки соглашаются и идут по коридору, но посылают кого-то другого проверить замок. Внезапно с неба буквально падает Шинджи, но останавливается прямо перед тем, как удариться о землю. Две служанки появляются из-за угла и готовятся разобраться с этим идиотом, а Шинджи спрашивает, здесь ли Элли. Одна из служанок тут же нападает на него с огромным топором, но Шинджи каким-то образом удерживает его и убегает. А служанки оборачиваются и видят, что на крыше стоит светловолосый слуга Шинджи Гил. Это похоже на корейскую дораму, когда он садится и приказывает служанке извиниться перед Шинджи, потому что он его хозяин. Служанки отказываются, и одна из них пытается напасть на него, но ее руку отрубает оружие, которое появляется из ниоткуда и пронзает обеих служанок. Он подходит к другой служанке и говорит ей позвать хозяина, прежде чем Нет убьет и ее. Внезапно из стены появляется берсеркер вместе с Ильей, которая злится, увидев своих служанок. Похоже, Гилу это нравится, и он достает все свои мечи, готовясь к бою. Шира и Рин наконец добираются до замка через лес и видят, что там идет бой. Тем временем на крыше Гил стреляет из оружия в берсеркера, который даже не двигается, а потом отводит от себя гигантское копье. После этого Гил становится серьезным и стреляет в него огромным количеством мечей, создавая взрыв, а берсеркер принимает удар на себя и стоит неподвижно. Шинджи подбегает к берсеркеру, смеясь над тем, что тот умер, но Гил говорит ему отойти, потому что берсеркер снова оживает. Синдзи убегает как трус, а Гил, похоже, наслаждается боем, продолжая стрелять мечами и копьями, которые снова пронзают берсеркера, прежде чем исчезнуть. Гил говорит ему признать поражение, ведь у него бесконечное количество оружия. Но Илья возражает и говорит, что они не проиграют, пока берсеркер бежит на них, а Гил ухмыляется и продолжает стрелять. Внезапно Илья вспоминает, как в детстве она была одинока, у нее не было ни друзей, ни семьи. У нее были только две служанки, которые однажды сказали ей, что слугу вызвали. Когда она впервые увидела берсеркера, он был закован в цепи в темнице из-за своей силы. Илья заключила с ним договор, но что бы она ни делала, он не слушался ее приказов, и когда она пыталась заставить его подчиняться, она испытывала сильную боль, как и он. Однажды холодным утром, когда она тренировалась с берсеркером, она потеряла сознание и очнулась одна. Она разозлилась и пошла обратно, решив позвать другого слугу вместо берсеркера. Проходя через лес, она заметила, что за ней гонятся волки, которые догнали ее и начали кусать, а она плакала на земле. Внезапно берсеркер подбежал к ней и закрыл ее собой, а волки кусали его. Илья поняла, что он не нападает на них, потому что ей больно, когда он на кого-то нападает. Она с сочувствием посмотрела на него и сказала, чтобы он напал на них, потому что она никогда не оставит его одного, и он буквально разорвал волков на куски. Внезапно она вернулась в реальность, когда Гил попытался убить его. Тем временем Шира и Рен идут по коридорам, и Рин говорит ему, чтобы он не вмешивался в драку. Они подходят к балкону, где видят Илью, лежащую на полу, и берсеркера, который прикрывает ее, пока его пронзают мечами. Гил смеется над ним и говорит, чтобы он оставил ее, но берсеркер просто встает перед ней, готовый защищать ее. Гил снова начинает стрелять, а берсеркер пытается блокировать его атаки, но его все равно ранит. Он встает и бросается на Гила, но тот пронзает его мечом. Когда пыль оседает, берсеркер лежит на полу, но каким-то образом снова встает и с яростью бросается на Гила, но тот просто призывает золотые цепи с шипами, которые душат его. И он не может двигаться. Гил смеется и говорит, что все кончено и даже Бог не сможет вырваться из этих цепей. А затем призывает огромное копье и вонзает его в сердце берсеркера, который падает на колени, а Илья плачет. Гил достает меч и подходит к Али, чтобы выколоть ей глаза, чтобы она стала Хелен Келлер. И это злит Широ, который пытается вмешаться, но Рин его останавливает. Бедная девушка пытается найти утешение у берсеркера, но ее ранят и она падает на пол, а Рин пытается заставить Широ замолчать. Она истекает кровью, а Гил подходит, чтобы прикончить ее, но внезапно берсеркер оживает и пытается раздавить его. Но в последний момент Гил пронзает его еще несколькими копьями, убивая его. Широ кричит на него, а Гил просто стреляет в него мечом, разрушая балкон, а Илья умирает от потери крови. Гил подходит к Илье и вырывает у нее сердце, когда Широ снова кричит на него, чтобы он остановился. Он говорит Широ, что без Сабер тот бесполезен, и тут подходит Шинджи и начинает насмехаться над Широ и Сабер, хвастаясь перед Гилом, а потом приказывает ему убить Широ. Рин кричит на них, чтобы они прекратили, и говорит Гилу, что пристрелит Шинджи, если тот что-нибудь сделает Широ. Гил впечатлен ее решимостью и оставляет Широ в живых, прежде чем уйти.
Шинджи пытается уговорить Рин перейти на его сторону, но она отказывает ему, что задевает его самолюбие, и он приказывает Гилу убить их, но тот отказывается и уходит. Позже в тот же день Широ хоронит бедного Элаю в саду, а Рен говорит ему, что вмешиваться в драку было очень глупо и он мог погибнуть. Широ, однако, говорит, что когда он был молод, случилась катастрофа и он никого не смог спасти. С того дня он поклялся никогда не отворачиваться от тех, кто нуждается в помощи. Рин понимает его намерение, и они решают вернуться и придумать, как справиться с ситуацией. Они сидят у коттеджа, и Рин говорит Широ, что по ее мнению Гил сам по себе не намного сильнее Сабер или Арчера, но благодаря своему неограниченному арсеналу он может одолеть любого. Широ говорит капитану очевидность, что сначала им нужен слуга, а потом уже можно думать о том, как победить Гила, но тут их прерывает голос. И они видят Лансера, который сидит на крыше и улыбается им. Они оба тут же бросаются в бой и кричат друг другу, чтобы убегали. Лансер находит этот аргумент забавным и подходит к ним, прежде чем сказать, чтобы они успокоились, потому что он не собирается с ними драться. Он сообщает им, что пришел сюда, чтобы заключить с ними союз по приказу своего господина. Рин спрашивает, почему он не заключает союз с гильдией, которая явно сильнее, но Лансер отвечает, что ему не нравится их лидер. Выслушав его, они соглашаются заключить временный союз, но Широ ставит условие, что Лансер не должен поднимать Рин, потому что он уже заявил на нее свои права. Лансер соглашается, и они направляются к церкви. Тем временем в церкви лучник снова покидает свой пост и идет к Кидзуки, чтобы узнать о его намерениях после победы в войне. Кидзуки отвечает, что он не верит в добро и зло, и у него есть только одно желание, которое он хочет исполнить после войны. Как полный идиот, он говорит лучнику, что его желание исполнить желание Кастора, который просто хочет вернуться в свой мир, потому что он не фанат Тракуна или Ишикая. Тем временем Лансер, Широ и Рин обсуждают свой план. Рин говорит Лансеру, что его задача отвлечь лучника, но не убивать его, потому что она хочет, чтобы он извинился перед ней, прежде чем она сама с ним разберется. Лансер предупреждает ее, что Кастор может стать проблемой. Но Рин говорит, что у нее есть план, как с ней справиться, прежде чем предупредить Лансера, что в бой может вступить Сейбер или даже убийца-близнец. Лансер отвечает, что они разберутся с этим, когда придет время, и они направляются к церкви, где их останавливает лучник. Внезапно появляется Лансер, что удивляет лучника, который подшучивает над Рин, что она так быстро нашла себе другого мужчину. Лансер, однако, раздражается из-за отсутствия чести у лучника и достает свое копье, а лучник достает меч. Рин напоминает Лансеру, чтобы он не убил лучника, пока она с Широ бежит в церковь, а слуги дерутся. Наконец они заходят внутрь и сталкиваются с Кастором и Тазуки, а сабля лежит без сознания позади них. Она говорит им, что они должны признать поражение, но Рин начинает смеяться над уродливой физиономией Кастора и говорит, что у нее жалкие слезы. Это злит Кастора, и она достает свои магические круги и взлетает, а Рин говорит Широ, чтобы он отвлек Кадзуки. Рин готовится к бою, а Широ достает мечи из своей задницы, вспоминая, как им надрали задницы в прошлый раз. Тем временем Лансер, кажется, одерживает верх над лучником, продолжая атаковать его и оттесняя назад, а лучник просто пытается защититься от этого мастера копья. Лансер говорит лучнику, что на этот раз он не будет сдерживаться, и внезапно появляется у него за спиной, чтобы напасть. Но лучник вовремя уворачивается, прежде чем Лансер отбрасывает его ногой. Лучник подпрыгивает в воздух и стреляет в Лансера, но стрелы легко блокируются, а Лансер смеется над ним за отсутствие чести. Лучник говорит, что его копье слишком маленькое, и это задевает самолюбие Лансера, и он готовится к лучшей атаке, подпрыгивает в воздух и заряжает свое копье всей своей силой. Лучник понимает, что эта атака обладает достаточной мощью, чтобы уничтожить целую армию. Копье, брошенное копейщиком, летит со сверхзвуковой скоростью, а лучник тратит всю свою ману на создание непробиваемого щита, который блокирует атаку. Но копье продолжает пробивать слои защиты, отбрасывая лучника назад. Он едва успевает защититься, но получает ранение, и тут происходит мощный взрыв, который накрывает все вокруг. Копье возвращается к копейщику, и когда пыль оседает, он видит, что лучник все еще стоит, хотя по нему стекает кровь. Копейщик крайне удивлен, что кто-то смог отразить его лучшую атаку, но лучник признается, что потратил почти всю свою ману на создание самого мощного щита. Лучник признает свое поражение, и копейщик уходит. Тем временем в церкви Широ сражается с Кидзуки, которая швыряет его в стену, а Рин защищается от атак Кастер с помощью кристаллов. Ее отбрасывает назад, и она понимает, что проиграет, если не придумает что-то еще. Она создает небольшой взрыв и, пробежав сквозь дым, бросает несколько красных кристаллов в Кастер, которая блокирует и уничтожает их. Рин спрыгивает с воздуха и говорит Кастер признать поражение,
потому что даже Широ избит до полусмерти, и у них нет шансов на победу. Но Рин ухмыляется и бросает светошумовую гранату, а затем бьет Кастер в живот и проводит серию ударов, от которых та отлетает к стене. Кидзуки тут же бросается на Рин и отбрасывает ее, а Широ тоже падает на пол. Он приказывает Кастеру использовать меч против этих надоедливых придурков, но прежде чем она успевает это сделать, появляется лучник и стреляет в Кидзуки мечами. Когда пыль оседает, мы видим, что Кастер, защищая Кидзуки, получает удар мечом и умирает у него на руках, а Киски обещает выиграть Грааль для него. Перед ним появляется лучник и говорит, что это был его план с самого начала, а Кидзуки тем временем идет к нему. Лучник создает два меча, а Широ пытается остановить Кидзуки. Он никого не слушает и бросается на лучника с кулаками, но тот легко уворачивается и наносит удар, прежде чем пронзить его сердце и убить на месте. Широ бежит к Кастеру, который выглядит слабым, но счастливым, когда лучник внезапно атакует их мечами, но промахивается. Рин говорит ему остановиться, но он создает вокруг себя тюрьму из мечей, говоря ей, что она ему не хозяйка, и идет к Широ, пока Сегре его защищает. Лучник говорит ей, что у нее больше нет хозяина, а значит, она уже слаба и наверняка умрет. Но Кастер говорит «давай, братан», и готовится к бою. Лучник нападает на него, а Кастер пытается защищаться, но не может создать броню, а лучник продолжает атаковать его, пока он не падает. Лучник подходит к нему, но его тут же атакует Широ, чей удар мечом блокируется, а лучник пинком сбивает его с ног. Затем он подходит к Широ и говорит, что тот слаб, но Широ продолжает атаковать, но его мечи ломаются, и он падает на колени. Он уже собирался прикончить его, как вдруг Рин начинает заключать договор с Сейбром, и прежде чем он успевает что-либо предпринять, Широ нападает на него. Сейбр завершает соглашение и появляется в полной броне, освобождая Рин и одновременно говоря Арчеру уходить, так как она не позволит Широ пострадать. Они оба нападают друг на друга, но Сейбр уклоняется от всех атак, прежде чем немедленно сломать свои мечи и нанести удар, который блокируется, но все же заставляет Арчера отступить на землю. Он говорит ей, что Широ умрет, несмотря ни на что, прежде чем он уронит свой меч, зачарует свое заклинание и, по сути, использует расширение домена на их заднице. Они сразу же оказываются в пустоши, которая покрыта мечами, когда Арчер говорит им, что он украл эту технику у своего кумира Гадзё Сатору. Он создает связку мечей и стреляет ими в Сейбер, но у Широ наконец опускаются яйца, и он бежит к Арчеру, прежде чем создать мечи и заблокировать приближающийся удар. Атакует, разрушая их все. Это приводит к нарушению границ его владений, и прежде чем Сейбр успевает атаковать, Арчер хватает Рин и уходит. Он усыпляет ее, прежде чем сказать Сейбру, что Рин нужна ему только для безопасности, а он просто хочет убить Широ. Широ сразу же предлагает ему встретиться в замке Али для поединка 1 на 1, и Арчер соглашается, прежде чем уйти. После этого Широ и Сейбер выходят из разрушенного здания, где перед ними появляется Лансер, а Сейбер занимает оборонительную позицию. Широ говорит ей успокоиться, так как он ее союзник, а Лансер говорит им, что хочет помочь им вернуть Рин. В замке Рин просыпается и видит лучников, которые сидят на диване и ждут Широ. Рин говорит ему, чтобы он прекратил, потому что у него нет причин убивать Широ, но тот отвечает, что ему не нравится его уродливая рожа, и этого достаточно. Внезапно появляется Шинджи и идет прямо к Рин, говоря лучнику, чтобы тот оставался на месте, потому что он не справится с Гиллом. Прежде чем он успевает дотронуться до Рин, лучник останавливает его и говорит, что как только он убьет Широ, он может делать с Рин все, что захочет. Но если он прикоснется к ней раньше, то умрет вместе со своим слугой. Шинджи соглашается на эти условия и говорит Гиллу, что им не обязательно драться, а лучник выходит из комнаты. Той ночью Широ просыпается после долгого сна и собирается уходить вместе с Сейбер, прежде чем сказать ей, чтобы она не вмешивалась в его дела с лучником. Когда они выходят, Лансер тоже приходит, чтобы помочь им, если что-то пойдет не так, и они все вместе уходят, готовые закончить войну. На следующее утро они добираются до замка, где видят лучника, сидящего на лестнице, и Лансера, который тоже появляется. Широ сразу же спрашивает лучника, где Рин, и тот отвечает, что отдал Рин Шинджи, чтобы тот делал с ней все, что захочет. Он злится, но Лансер говорит ему успокоиться, потому что он будет делать с Рин то, что ему велел его хозяин, чтобы она осталась жива. Он также говорит, что после того, как они закончат, они могут продолжить свой бой и исчезнуть. Он спрашивает Сейбер, придет ли она спасать Рин, но она отказывается, говоря, что хочет посмотреть на их бой, и спрашивает лучника, почему он так одержим желанием убить Широ. Тот отвечает, что Широ напоминает ему его самого, и ему это не нравится. Тем временем Синдзи пытается издеваться над Рин, говоря, что ему больше нравятся куриные бедра, а не грудки, потому что они не такие сухие и их легче готовить. Лансер внезапно появляется рядом с ним и бьет Синдзи кулаком в стену. Рин шокирована, увидев Лансера, и он говорит ей, что ей нужно беречь силы, чтобы остановить драку между Синдзи и Арчером. Внезапно он чувствует, что кто-то стоит позади него, и, к удивлению Рин, на лестнице появляется Кири, священник, и самодовольно смотрит на них. В это время Сейбер и Арчер жарко спорят о сожалениях и желаниях.
Широ спрашивает Сейбер, зачем ей Грааль, и она отвечает, что когда она была обычной девушкой, она вытащила меч Экскалибур, который дал ей огромную силу. И она стала королевой Британии, но это привело к гибели бесчисленного количества солдат, которые сражались за нее и против нее. Ее желание никогда больше не доставать этот меч. Арчер отвечает, что хочет получить Экскалибур, потому что больше не хочет быть духом-героем. Тысячи лет его призывали люди, чтобы он защищал человечество от больших угроз, и он начал убивать так много людей, что стал абсолютно бесчувственным к этой резне. Его призывали снова и снова, и в какой-то момент он перестал заботиться о мире, и мысль о создании мира, где никто не воюет, стала казаться ему глупой. Затем он подходит и бросает свой меч к ногам Широ, говоря, что если тот не хочет мучительной смерти от рук лучника, то должен покончить с собой. С другой стороны, Лансер спрашивает Карай, почему он открылся только сейчас, ведь он не хотел, чтобы кто-то знал, что он жив. Но Лансер говорит, что его обман раскрыт. Рин смотрит на него с болью, а Лансер спрашивает, не врал ли он ей, что хочет спасти Рин. Карай просто улыбается. Он говорит, что готовил это больше 10 лет, с тех пор, как был учеником отца Рин. Рин в ужасе смотрит на него, когда он признается, что это он убил ее отца после последней войны Святого Грааля, а потом солгал ей об этом. Рин теряет надежду и просто садится, а священник говорит Лансеру убить Рин и забрать ее сердце. Лансер отказывается причинять Рин вред и смотрит на священника, а потом говорит, что тот должен заставить его, используя команду, которая причинит Рин боль. Священник улыбается и закатывает рукава, показывая татуировку мастера, а затем использует свое командное заклинание, но, к всеобщему удивлению, приказывает Лансеру убить себя. Лансер поднимает копье и вонзает его себе в грудь, а затем падает на землю в лужу крови и умирает. С другой стороны, Широ поднимает меч, но говорит лучнику, что грязную работу придется сделать ему, и они оба идут навстречу друг другу, создавая свои мечи. Лучник говорит Широ, что он не сможет с ним справиться, но Широ не обращает на это внимания и бежит к лучнику, чтобы сразиться. В темнице священник подходит к Рин и говорит, что убьет ее и заберет ее сердце. Но прежде чем он успевает что-то сделать, Лансер, величайший герой, встает и пронзает его мечом, а затем отбрасывает его к стене, где тот сразу же умирает. Лансер тоже падает на землю, а Шинджи смеется и пинает тело Кири, а затем снова подходит к Рин и предлагает ей союз. Она снова отказывается, и он начинает избивать ее, но Лансер снова встает и отбрасывает его к стене. Шинджи снова поднимается и зовет Гила, чтобы тот убил Лансера, но никто не приходит, а Лансер подходит к Шинджи и слегка тыкает его копьем, отчего тот пугается и убегает. Тем временем Широ сражается не на жизнь, а на смерть, но не может справиться с лучником. Они снова сталкиваются, но после долгой битвы лучник ломает его меч и отбрасывает его назад. Широ тут же создает новые мечи, но лучник говорит, что его мечи не сравнятся с его мечом и всегда будут ломаться в бою. Широ не обращает внимания и снова нападает на него, но лучник отбрасывает его назад, а затем снова переходит в наступление. Каким-то образом Широ блокирует его, но лучник снова пинает его, и он не отступает, а продолжает сражаться, отталкивая лучника. Лучник снова нападает, и их мечи скрещиваются, но он ломает мечи Широ и отбрасывает его на землю. На этот раз лучник готовится к бою. Вокруг него появляется голубая энергия, и он снова использует расширение домена, чтобы перенести их в пустынную местность. С другой стороны, копейщик говорит Рин, что хотел бы пощупать ее попку, но Рин отвечает, что она несовершеннолетняя. И услышав это, копейщик просто разжигает костер, чтобы уничтожить улики, пока Рин уходит. В домене лучника Широ лежит на земле, но он снова создает мечи и нападает на лучника, который легко блокирует его, а затем отталкивает. Широ снова атакует, но лучник уклоняется от удара, а затем хватает его за руку. Мечи Широ ломаются, и лучник пронзает его ногу своим мечом, отталкивая его, а затем пытается атаковать, но Широ защищается. Лучник продолжает атаковать и в итоге пронзает Широ в живот, а затем отталкивает его, и тот падает на землю, истекая кровью. К удивлению лучника, Широ снова встает, и его раны волшебным образом заживают. Лучник бросает в него свои мечи, чтобы прикончить его, но Широ блокирует их, а затем говорит лучнику, что теперь он умрет. Широ бросается на него, и они снова начинают сражаться, и на этот раз даже лучник понимает, что они равны по силе, поэтому он отталкивает его ногой. Широ снова встает, и лучник решает использовать всю свою силу и создает мечи в воздухе, а затем стреляет в Широ, который отражает все мечи, а затем падает на землю. Лучник создает и бросает в него еще мечи, но Широ блокирует их, а затем бежит к нему, и даже умудряется блокировать и отражать большие мечи, чем шокирует лучника. И они оба готовятся нанести друг другу удар. Они возвращаются в замок,
где Широ пронзает лучника мечом, и тот признает свое поражение, а Широ падает на пол. В этот момент появляется Эр и спрашивает, все ли в порядке, и когда кажется, что все хорошо, лучника сзади пронзает мечом Гил. Он смеется над ними, называя их жалкими, и создает множество мечей, которыми стреляет в лучника и Широ, но лучник успевает оттолкнуть Широ и погибает. Сейбер готовится к бою, но Гил объясняет, что он участвовал в последней войне Святого Грааля и знает, что находится внутри. Теперь он хочет использовать Грааль, чтобы уничтожить человечество и править миром. Он спускается по лестнице и создает мечи, но в последний момент передумывает, потому что замок начинает рушиться и уходит, сказав, что создаст Грааль, который уничтожит человечество. Поэтому им нужно использовать свое время с умом, если они хотят победить.